На растяжку ставят, там, а ну скажи 3 героя Советского Союза. Очень довольно смеялся, бежал после того, как крикнул, что он нас расстреляет. У нас у парня был флаг Украины вот так вот на всю грудь. У него вот так вся грудь была синяя. Сказали: да что же вы такие мазохисты, почему же с вами надо так жестоко? Просто у них была ненависть к нам. Я ее физически чувствовала на своей коже, эту ненависть. Я не мог там отдать чистый пустой лист, сказав, что ничего не знаю. Если у них есть цель, чтобы кто-то что-то подписал, она так как бы и сбудется. Так умело все подогрелось, и мы получили вот эту трагедию. С начала полномасштабной войны России против Украины в российском плену оказались тысячи украинцев. Число военнопленных – около 7 тысяч человек, гражданских – более 16 тысяч. Тысячи человек прямо сейчас находятся в нечеловеческих условиях. 9 из 10 освобожденных рассказывают о пытках и насилии в плену. Украинцев держат в занятых российскими войсками отелях на оккупированных территориях, в подвалах, в СИЗО и в колониях в глубине страны. Мы хотим рассказать вам несколько историй. Это Артем Татарбеев. Он пробыл в российском плену больше года. В июне 22-го вместе с родственниками, братом, его женой и ребенком Артем пытался покинуть оккупированный Мариуполь. Во время прохождения блокпоста российской армии семью задержали сотрудники ФСБ. Брата и жену в итоге отпустили, а Артема отправили на допрос. Я раньше с 12 по 16 год служил в нашей Мариупольской части воинской 3057. Сейчас эта часть Азова считается. Они сказали, что я сотрудник, боец Азова, который пытается с города Мариуполя удрать. Я им объяснял, что нет, я гражданский, я уже не имею к армии никакого отношения. Сказали: хорошо, ты сейчас пройдешь полиграф, если типа все в порядке, то поедешь дальше. Оставили меня сидеть, не били, ничего. Там вопросы задавали. Между прочим, они знали все мои данные, вплоть до того, что где я жил, мой номер телефона. Просто мне сразу сказали: будешь врать или типа правду говорить. Я говорю: ну если вы все про меня только что знаете, все мои данные, смысл мне врать? После полиграфа Артема заковали в наручники и увезли в СИЗО-2 Таганрога Ростовской области. Это один из ключевых перевалочных пунктов для содержания украинских пленных. Я вышел, поднял голову. Потом я это понял, потом уже, что я зря это сделал. У меня сразу несколько ударов в голову, туловище, по шее. Импровизированный коридор они выстроили, сотрудники ФСИН. И вот этим коридором меня прогнали до какой-то комнаты, пинками вот этим всем. Потом в той комнате полностью меня раздели. Сказали: голову еще раз поднимешь, еще раз получишь. Татуировки смотрели, искали. У меня татуировок нету. Искали татуировки. Видно, ничего не нашли. Они сильно расстроились, что у меня татуировок нету. Потом загнали в холодный душ. Кинули мне потом после душа робу. И пинками, допинали меня до камеры, короче. И где-то я еще даже в себя прийти не мог, через часа где-то 1,5, наверное, меня вызвали с камеры, вытащили с камеры, реально вытащили. Вытащили, повели на допрос на какой-то. А это, понял, это оперчасть их. Спрашивали их, кого убил, сколько воевал, где воевал, сколько мирных убил, спрашивали. Я им объясняю: я никаких мирных не убивал, пытался выехать с города, я гражданский. Ты нам врешь, ты азовец. Сначала шокером били, потом у них шокер сел. Они начали просто бить. Я сознание потерял, они взяли меня, подняли. Я весь мокрый был, я помню, что жарко было. Я вот помню, когда очнулся, весь мокрый был. Оттащили меня опять в камеру. Потом принесли в камеру тарелку с едой, я так понял, это каша была какая-то, подобие такой еды, и вода подкрашенная, похожая на чай, наверное. Я это все не съел, и все обратно им отдал. Они говорят: еще раз так сделаешь, мы тебе голову пробьем. Я говорю: я понял. Так вот прошел первый день знакомства. Артем вспоминает, что каждое утро пленных избивали во время проверок камер. Сам он находился в СИЗО без статуса и предъявленных обвинений. Где-то в течение месяца каждый день были допросы. Сначала были допросы военные, я так понял. Был допрос сотрудников ФСБ. Первый их допрос, меня отвели в какой-то подвал. Руки застегнули сзади наручниками, ставили на колени.
Потом между рук протянули какую-то палку и подняли. Вот так вот. И потом говорили: признавайся, сколько ты убил, какое подразделение, как ты вышел с Мариуполя. Я говорю: ты никого я не убил, и никакое подразделение не выходил. Я гражданский. Ты нас обманываешь, ты нам врешь. Где ваша база, где ваши склады с вооружением, сколько человек в подразделении, фамилии командиров. Ну, короче, такой реально бред. Я им объясняю, что я не служу 16-го года. И вот эти все 3 месяца людей куда-то увозили, привозили, встречные допросы были вместе с военными. Потом какая-то комиссия была, нас там взвешивали, рост смотрели. Вообще мой вес был 65-70 килограмм, а на тот момент что-то килограмм 50 у меня было такого. В Таганроге женщины были, много женщин было. Просто они сидели на другом посту, но мы слышали тоже. Там только крики, там вот эти вот крики с утра до вечера. Таганрог — это, я не знаю, это самое страшное, когда ты сидишь и ты слышишь своими сутками вот этот крик. Я не убивал, за что? Вот это вот такой крик на все СИЗО, понимаете? И удары, и вот камера когда клацает, ты вот думаешь, за тобой пришли, ты вот трясешься, боишься. Советские фильмы, знаете, показывали это КГБ, вот это вот, знаете, камеры, вот это вот Таганрог, только все в реальности. Избивание, убийство на первом этаже. Просто парню вызывали, уже потом они вызвали скорую, через час, как он уже мертвый был. Перед моим уездом в Каменнош-Шахтинск со мной последний допрос был, это сотрудник ФСБ был, да, он не бил, ничего, нормально общался. И он мне сказал: скоро у тебя все изменится, все будет хорошо у тебя. И меня отвезли в Каменнош-Шахтинск. Вот так вот по-ихнему это хорошо. После 3 месяцев в Таганроге в сентябре 22-го Артема и других украинцев этапировали в колонию в Ростовской области. Перед отправкой туда всем выдали военную форму. Построили вот так вот гуськом с опущенными головами, руки кверху, рассадили по автозакам и отправили в 12-ю колонию в Каменнош-Шахтинск. Там 400 или 500 человек нас отправили. А это бывшая женская колония. Эту женскую колонию переоборудовали под лагерь военнопленных. Нас там тоже так хорошо встретили, что 2 голову попробивали, сразу кровь была. Встречали опять же коридором с дубинками, вот эти сотрудники ФСИН. Закрыли нас в комнате, сначала поставили всех на колени. Мы так простояли на часа 4, уже ноги поотекали. Кто там начинал там ложиться в боком, кому плохо было. Спецназ подходил, просто лупил и все. Не разговаривал. У меня еще запомнился такой момент, со мной Дима был, ему сильно голову пробили, и он голову вот так вот опустил, и у него кровь течет, и получается до меня вот так вот дотекает. Со мной другой парень был, Саша, он говорит: парню плохо, типа, сделайте что-нибудь, а вот Дима такой уже бледный, он уже просто, его забрали, это что единственное, да, я удивился, еще забрали, даже голову перемотали ему, вечно в стрессе, вечно. Вот ты в столовую идешь, ходили строем, просто могли подойти сотрудники, что спецназа, что ФСИН, просто со строя тебя выдернуть, отлупить, разбить нос, там даже ты почесал так нос, получается, в строю, тебе его просто разобьют. Ели 2-3 минуты, быстро очень ели, вечно голодные были. Пища была горячая, то если не успеваешь съесть, ты получишь, или ты в следующий раз можешь не есть, потому что ты типа наедаешься. Там сильно рты обжигали. Мы тоже гимн России пели 3 приема пищи и 2 проверки. 5 раз мы пели гимн, да. Ихние песни, там они нам учить, там Катюши, там такое вот все. И сильно они заставляли учить историю. Тебя вот так выстраивают, на растяжку ставят. Там, а ну скажи 3 героя Советского Союза. Любили устраивать, как они кричали, шмон. Переворачивали полностью все. Сторонники ФСИН со спецназом. И потом группами по 10 человек забегаешь в барак, тебя там лупят, на растяжке ставят, раздевают, и ты потом быстренько кричат тебе: одевайся, пока ты, если ты быстро успеваешь одеться, это классно, если не успеваешь, тебя вот это, пока ты одеваешься, тебя с тобой работают. Это вот они сильно любили, они так делали раз в неделю. Любили, чтобы мы еще постояли. Могли вот с 2 дня мы засекали до 6, мы могли просто стоять, вот, не двигаться, вообще ничего не делать. Все это время Артема искали его близкие. Отправляли запросы в Красный Крест, Украине и России. Все отвечали, что мужчина в плену, но российская сторона не говорила, где именно его держат. Артем, как и остальные украинские пленные, оказался в полной изоляции.
без связи с родными и внешним миром. Этим пользовались сотрудники колонии, дезинформируя пленных. Говорили, что Киев уже пал, что Запорожье взяли, что пол Украины уже вообще нету, понимаете? Что скоро, говорит, все закончится. Уже человека 3-4, которые реально лояльно относились, которые пальцем нас не тронули. Остальные все полностью, тотально, поголовно. Там был у нас Никита. Никита, вот фамилию, вот не помню. Он был в суперчасти, оперативный сотрудник, ну, в СИН. Он забил одного парня насмерть, это 100%, и сильно-сильно нас, короче, издевался над нами. Каменно-Шахтинский троих, одного забили, даже двоих забили, и один умер, да. Несколько человек были на ШИЗО, вообще были изолированы в отдельной камерной системе. Только узнали, что человек там умер просто-напросто. Потому что пришли другие парни, которые работали на прачечке, там, забрали его робу просто и все. Постоянный состав колонии около 20 человек. Столько же каждый месяц приезжают из других колоний. Также на территории всегда находятся 2 десятка бойцов спецназа. Без них пленных никуда не выводят. Они тоже ротируются каждый месяц. Спецназ первый раз, как мы приехали, очень такой злой был. Люди приходили к нам в 2 часа ночи, будили просто. И по очереди всех лупили шокером, и потом спать ложили. Нас любили двоих. Вот меня любили и моего парня, Ваньку. Мы вместе с ним вышли. Они нас двоих очень любили, думали, что мы с Азова просто. Каждую ночь, вот его смена была спецназом, он всегда заходил и говорил: а ну, старшина, буди этих 2 нехороших людей, я буду с ними сейчас общаться. Потом, говорит, 2 секунды отбой, побежали. Получается, ноги нам дубинками набивал очень сильно. Бежать вообще невозможно. Как-то пытаешься. Приезжают новые, новым еще интереснее, там тоже поиздеваться. Старые там как-то уже, знаете, наиграются нами. Приедут новые, начинают новые с нами играться. Между прочим, был один заезд спецназа, такой вот очень интересный. Но я так понял, не русские, потому что они с кавказским сильно акцентом разговаривали с нами. Они с нами разговаривали, они нас не били, ничего. Вот это единственный заезд. И у нас был мужчина, ему 55 лет. Ему сильно ноги набили, и он хромал. И вот этот спецназовец подходил и говорит, типа: отец, что типа случилось? А там же нельзя сказать, что тебя били. Я говорю: да упал. Вот этот спецназовец в следующий день принес ему мазь там какую-то и какие-то таблетки. Это, да, единственное, что я такое помню. Владимир Осечкин из проекта «ГУЛАГу нет» говорит, что правозащитникам известен случай, когда спецназ в полном составе отказался от командировки. И потом пришлось генералу, руководителю Московского управления, генералу Морозу, приезжать в расположение спецназа и проводить максимально жесткую беседу в присутствии кураторов из управления МФСБ с тем, чтобы сломать волю, подавить волю бойцов спецназа и вынудить их принимать соучастие в этих длящихся преступлениях. Артем вспоминает, что в ВК-12 пленные переболели ветряной оспой, ветрянкой. Болезни тоже становились пыткой. В санчасти пленным давали таблетки, но на выходе заставляли их выбрасывать. Пожаловаться на такое обращение было невозможно. К нам приезжал прокурор. Раз в месяц даже приезжал прокурор на колонию. И если кто-то что-то ему сказал бы, были бы очень серьезные проблемы. У всех были бы серьезные проблемы. И у нас просто были парни, которые жаловались вышестоящему начальству, пытались пожаловаться. А потом очень все усугублялось. Именно издевательства и пытки. Вот это вот их не конек. Шокер любимый, да. Они очень любили шокер. В конце декабря 23 года Артему и его приятелю Ивану, тоже гражданскому, выдали обычную одежду, надели на них наручники и посадили в «Газель». И с Каменно-Шахтинска нас отвезли в Верхний Ларс. На Верхнем Ларсе мы зашли в таможенный пункт с ФСБ. ФСБ сказали, что у нас 50 лет депорта. Захотите еще? Приезжайте, милости просим. Нашли кого-то грузина, посадили нас к этому грузину гражданскому какому-то, чтобы нас довез до Грузии. И так мы оказались в Грузии. В Грузии мы показали паспорта с правами вернули, самое главное. И мы перешли границу в Грузии. Все, мы оказались в безопасности. Сразу связались с родными. И с Грузии я вылетел потом к своим родным во Франкфурт. То есть вас почти 1,5 года держали без каких-либо статусов и просто взяли и отпустили? Да. Просто 1,5 года.
И нас двоих просто взяли и двоих просто вывезли. Я вот сколько с парнями общаюсь, которые там были, которые недавно вышли, которые давно уже вышли, такого там не было. Ну, вообще такого нету. Я ж сразу связался с Украиной, объяснил всю ситуацию. Мне сказали, что мне просто повезло. Подобные истории – редкость. Россия не отпускает пленных так просто. Это Татьяна Теплюк с позывным «Хрещена» или «Крестная». Ей было 72, когда она, будучи военным медиком в бригаде «Азов», оказалась в российском плену. В мае 22 года гарнизон «Азовстали» выполнил приказ украинского руководства сохранить жизнь личного состава и вышел в плен. Это были около 2500 украинских военных. Примерно 1400 из них из Азова. Российская сторона гарантирует им жизнь и достойное обращение с ними в соответствии с соответствующими международно-правовыми актами. Владимир Путин обещал пленным гуманное обращение, но реальность оказалась другой. Азовцев в России выделяют как отдельную категорию и обращаются с ними особенно жестоко. Татьяна провела в плену 8 месяцев. Половину из них в лагере в оккупированной Еленовке, куда изначально отправили многих пленных с Азовстали. Остальные 4 месяца женщину держали в СИЗО-2 Таганрога. Хрещена вспоминает, что в Еленовке к женщинам еще не применяли физического насилия. Мы были на отдалении от мужчин, но отголоски, мы знали, что к мужчинам не так лояльно относятся, как к нам. Они на бараках, а мы в таком старом здании, ДИЗО оно называлось у них. И для наказания мужчин, и для допросов приводили с бараков мужчин приводили к нам. Буквально вот за стенкой, там слышимость очень хорошая, мы слышали, что ребят пытают. Вначале они пытались терпеть, это было не так слышно, а потом эти крики нарастали и уже доходило до того, что это были нечеловеческие крики. Как мне объяснили психологи, это и нас пытали тем, что мы это слышали. Мы даже слышали, как их скотчем обвязывали. Вот этот звук жуткий скотча наматываемого. Каменели, сидели, ждали. Мы, естественно, молились все молча. Вот этот ужас внутренний. Мы ждали этих криков, этих пыток. Очень редко нас выпускали на прогулки. И это была жуткая камера, они называли ее «одиночка», да, она маленькая, она там где-то 8-9 квадратных метров, и нас было в среднем 8 человек. Целыми днями сидели близко друг к другу, а на ночь там невозможно даже описать, как кто где лежал. Кроме того, окно у нас было забито жестью, листом жести ржавой, там проделаны, видно, гвоздями дырки, чтобы какой-то свет проходил. Только вот эта кормушка для нас была, вот воздух поступал. Летом в Еленовке произошли взрыв и пожар в бараке. Погибли более 50 военнопленных, около 130 были ранены. Россия заявила об ударе «Хаймарсом», но эта версия не подтверждается свидетельствами выживших и анализом доступных материалов со стороны ООН. Красный Крест и ООН к месту трагедии Россия не допустила. Барак, когда случился, мы вначале не поняли. Нам, конечно, сказали, что нас обстреляли, но мы не верили. Мы верили, что обстреляли, но то, что это наши обстреляли, украинцы, мы не верили. Потому что это было далековато от украинских позиций. Слухи на второй день слышали мы, что взорвался один из бараков, и много пострадавших, много убитых. А потом раненых из того барака вообще к нам привели в наше здание, в наше ДИЗО, поселили их в 2 камеры рядом, там их было очень много. Мы слышали, как их перевязывают, как они стонут, как плачут на перевязках. И, кстати, это была смена вот этих палачей. Было 2 палача у нас, Кирилл и Юрий. Мы просто услышали, что побежали по коридору, и Кирилл орал, что всем молчать,
ни звука, иначе выведу, всех расстреляю. Там было очень душно, это было лето, и доступ воздуха еще вот через эти окошки, через которые подают пищу, нам закрыли эти кормушки. Мы поняли, что что-то гадкое случилось, потому что Кирилл очень довольно смеялся, бежал после того, как крикнул, что он нас расстреляет, если мы будем бунтовать. Вот, и они побежали, видно, туда. Понятно было, что люди ждали этого, чтобы что-то изменилось после теракта. Просто тревоги у нас стало больше, потому что мы поняли, что нас могут убить всех постепенно, что с нами могут сделать все, что захотят. Чего хотели от женщин? Мы у них проходили как свидетели злодеяний бойцов Азова. Это началось с Еленовки. Нас вызывали на допросы по несколько раз. Нам озвучивали определенное преступление по отношению к гражданским, к военнопленным. Ни на какую голову не налазит, как они были сформулированы. Вот тут же вспоминалось сталинские времена. Видели ли вы или слышали от кого-то, как террористы Азова взорвали роддом, взорвали драмтеатр, обстреляли колонну мирных беженцев? Я так понимаю, что все, что они натворили в Мариуполе, они все приписали азовцам. И все говорили, нет, что мы не видели, такого быть не могло. И они все-таки писали, отрицает. Вот. В этих протоколах. Давление было на мужчин, чтобы они или себя оговаривали, или того, кого сейчас дело рассматривается, так называемое дело. Они мечтали, мы это слышали от охранников наших, что вот будут судить азовцев в Мариуполе, показательный суд будет, развешают на фонарях. Что-то помешало, наверное. Наверное, огласка. А как обстояли дела с женским здоровьем там? В нашей 6-й камере в Еленовке менструации у девочек не было ни у кого. Исчезла. А уже в Таганроге в нашей камере у одной девочки была, да. Они там огрызались, что-то зло говорили, шутили зло, но прокладки давали. И мы с другой сокамерницей ей отдавали свои прокладки. Вторая женщина, они одногодки, но у нее не было. В Еленовке та женщина, у которой была менструация, она работала на хлебзаводе, на выпечке хлеба. Круглосуточно ходили, меняли друг друга по 3 человек. И у них были менструации. Они все-таки могли себе позволить хлеб есть. А у нас, видно, из этой голодухи у девочек, у молодых, вот всех возрастов было, все остальные молодые были, у них не было менструации. Голод еще начался в Мариуполе, а в Еленовке так было очень голодно, очень голодно. Там ужасная еда была. И на Азовстале, и в Еленовке мне не хотелось есть. Возраст, не тот метаболизм. А молодые девочки, я смотрела, там такой голод из глаз. Смотришь ей в глаза, она молчит, а каждый глаз орет: я хочу есть. Так как мне не очень хотелось, то я и ужин отдавала им, и хлеба половину отдавала. Но они разделят, если 8 человек, они этот мой хлеб, половину этого хлеба разделят, и всем по крошке. И так никто не наелся. И съели и сидят опять голодные. Голова часто у всех болела, легкие простуды были, желудочные боли были. Просили таблетки часто. Осенью Татьяну с другими женщинами этапировали в Таганрог. Она вспоминает, что на территории РФ отношение к пленным было более жестоким. Нас везли в грузовиках, естественно, глаза завязаны у нас были. Кому-то очень плохо было сидеть, кому-то очень жал этот скотч на глазах, просили поправить там все. На середине пути нам конвойный говорит: я вас поздравляю, вы пересекли границу Российской Федерации. Если до этого у нас была какая-то иллюзия, что это, наверное, обмен,
то тут мы поняли, что это не обмен. Когда уже вот приемка, это, ну, это толкали, этот крик к стене, голову наклонить, глаза закрыть. Я стояла в коридоре, мимо меня проходила женщина вот в форме, она вот намеренно меня со всей дури толкнула плечом. Стоишь тут, корова, а у меня уже было минус 30 килограмм. Мы все худые были, худые, серые. Кладовщик выдавал мне вот эту робу тюремную, спрашивает, а ты кто в армии? Я говорю, медсестра. И он начинает на меня орать, это ты нашим пацанам яйца отрезала, у них вот эта байка ходила. Я говорю, никто этого не делал, я никогда этого не делала, и никто не делал. Я знаю, меня знакомый видел. Потом мы получили же эти все вещи тюремные, поднялись в камеру. Мне было очень плохо, мне еще на этапе стало плохо. У меня клаустрофобия, а завязанные глаза, было ощущение, что я сейчас умру. И мне было очень плохо, я легла, и тут кто-то мимо двери проходит и орет, кто ей разрешил лечь. А подруга по камере говорит, ей было очень плохо, и ей разрешили лечь. Когда уже мы обосновались в камере, опять из-за двери уже женщина орет, у вас в камере грязно, убирайте, а у нас ничего нет, ни тряпок, ни веников, ничего абсолютно нет, пустая камера. Вот. И мы говорим, а здесь нечем убирать, я ничего знать не хочу, убирайте. Ну и моя подруга сняла носок и начала мыть полы этим носком. При каждом разе, когда открывалась или кормушка, или дверь открывалась, вот это мы дружно должны были орать. Здравия желаю, гражданин начальник, а потом рапортовать, что у нас никаких происшествий, и все хорошо в камере. И дважды в день нас на досмотры выгоняли. Все время мы неправильно бежали, мы неправильно поднимали ноги, у нас всегда голову надо было еще ниже. Когда мы становились к стене для досмотра, ноги у нас недостаточно широко расставлены. Подходила надсмотрщица и била со всей дури по ноге. Я упала один раз и потом поняла, что надо падать. Все-таки ж мне было 72 года. И я боялась, что мне просто порвут связки, мне просто повыбивают суставы. И я вот нашла такой способ. Я падала, они перестали меня бить по ногам. А вот у моих подруг по камере лодыжки и внутренние поверхности голени были синие. Она старалась, естественно, так ударить, чтобы набить синяк. Это же очень больно в этих местах. И однажды Таня пришла и плачет. И сколько раз я слышала с коридора, что другие девочки вот вскрикнула и плачет. В этом давлении на женщин участвовали в основном женщины-надзирательницы? Да, это от женщин шло. Их было 4, но одна из них была с человеческим лицом. У нас как-то был мужчина, может, он чувствовал, что он временно здесь, он как-то вот над нами не измывался. Он даже дал покурить моей сокамернице. Я ей говорю, зачем оно тебе надо, вот это раз в несколько дней, ну хоть немножко удовольствия получить. А вот женщины ее очень ненавидели. Они ее избрали жертвой, они все время ее окликали, не так пошла, они в глазок подсматривают, и им казалось, что она подслушивает. Один раз дошло до того, что ее взяли на коридор и начали состригать волосы. Ей полголовы состригли волос, и у них сломалась машинка, слава богу, и они оставили ее в покое, она там рыдала, я говорю, не беспокойся, все отрастет, все еще лучше будет. Кроме этих надсмотрщиц еще были конвойные
И они менялись каждый месяц. Это были молодые мужчины, я так поняла. Я никогда их не видела, потому что нельзя же смотреть на них. Идешь, голова ниже, руки за спиной выше. Это вот в согнутом состоянии. А если голову даже в сторону поворачиваешь, он уже кричит неистово: я тебе сейчас глаза выбью, куда ты смотришь. Если остановились, глаза всем закрыть. Мы как-то пошли очередной флюорографию нам делали. Это вот такой редкий случай, когда из всех камер вывели всех. И тут я слышу в середине шеренги конвойный орет: ты чего улыбаешься? Ты что, рада, счастлива? Чему ты улыбаешься? Вот его даже раздражало, что девочка, наверное, кого-то увидела, улыбнулась друг другу. И еще бы немного, и он бы бил ее за то, что она улыбалась. Говорить нельзя было. Шепотом разговаривали, но даже шепот они, если слышали, орали, что молчать. И не дай бог по-украински что-то сказать. Я свою подругу звала Леся. Из-за двери я получаю замечание: не Леся, а Леся. Один из конвойных как-то надо мной стоял, орал: как ты могла служить в Азове? Ты же советский человек. Накануне нового 23-го года Татьяна вернулась домой по обмену. Сейчас она продолжает службу в Азове. Друзья, маленькое отступление для того, чтобы рассказать вам о том, что этот фильм я делаю не одна, а со своей небольшой командой. Вы можете поддержать нашу работу, став спонсорами на YouTube или подписавшись, например, на Boosty или Patreon. Все способы поддержать наш канал и нашу работу будут в описании к этому ролику. Спасибо. Среди тех, кто вышел в плен из Азовстали в осажденном Мариуполе, был и Артур Неверчук. Он провел в плену 884 дня и прошел 8 мест удержания. Сначала он тоже был в Еленовке, откуда его этапировали в Таганрог. Дорогу туда он вспоминает как отдельный вид пытки. Люди рядом ловили эпилепсии. Половина не могла дышать, еще треть, которая приехала, у них были достаточно сильные гематомы на лице. Сидит перед тобой твой товарищ, ты на него смотришь, узнать не узнаешь, потому что лицо опухшее, глаз не видно, все в синяках. Брали головной убор и, знаете, натягивали вот так вот в область носа и перевязывали вот это скотчем. Кому-то сильнее, кому-то слабее, руки тоже там завязывали или скотчем, или стяжками. Рассаживали достаточно неудобным способом, и люди, которые находились позаду, не могли даже практически дышать. 3 или 4 часа мы, по-моему, ехали с Еленовки к Таганрогу. Вот. И когда мы уже попали в камеры через длинные и достаточно сложные вот эти приемки, то сразу же поняли, где мы оказались. Таганрог это смесь, знаете, чего-то невероятного. Как выглядели ваши дни там? С утра просыпались в камере достаточно так прохладно, потому что осень, потом зима. Окна не имели какого-либо ремонта, то есть там обыкновенные дверные окна, форточки стояли. Иногда инспектор во время обедней там прогулки мог сказать: все откройте окна. У людей не было нормальной одежды, чтобы себя, так скажем, нормально ощущать в камере и не болеть потом. Моменты, которые хорошо отложились в памяти. Вот постоянный холод, регулярный голод, кормили недостаточно. В силу этого, опять-таки, тоже люди мерзнут, потому что желудок не работает. Бывали моменты, когда мы в камере просто сидели, обсуждали там какую-то либо личную тему. Понятно, что в теме был уместен юмор, там все смеялись. Вот, и это же не понравилось сотрудникам, инспекторам, которые там были в тот день. Просто вывели меня, вывели моего товарища, ванный бокс завели ПРКой, отлупили ноги, отлупили руки. Давайте будем честны, здесь более ломает систематичность вот этой такой прогнившей сложной жизни. То есть нет ничего страшного, сложного в том, чтобы выдержать там это какое определенное время, но самое главное, чтобы вы знали, сколько вам надо терпеть. В мае 23-го года Артуром заинтересовалось следствие. За месяц его вынудили взять на себя убийство 5 гражданских в Мариуполе, в том числе одного несовершеннолетнего. Во-первых, начали интересоваться, водить на допрос.
и, знаете, так вокруг да около намекать. Что видел, где был ли свидетелем каких-либо криминальных дел, там адрес, кто старший, позиции, все такое. Говорю, ну, там наблюдательная позиция, максимум, на которой там я бывал. Общался со следователем, он намекал, что, ну, Артур, в твоей ситуации как-то, да не мог бы ты обойти там тот или иной автомобиль, в котором там были застрелены гражданские лица, да еще и плюс не взять оттуда наличные средства. Давайте посмотрим на это объективно. Вы воюете в полном окружении, понимаете прекрасно, что оттуда никаким образом не выйдете. И предстоит вопрос, зачем же вам какая-то бижутерия, там, ювелирка, деньги. Ну, это все такие материальные вещи, которые не имеют совершенно никакой цены. Они, знаете, так намекали на то, готов ты или не готов. Ну, по-хорошему сразу взять. Вот они как-то даже нашим парням, которые были на допросе очередном, сказали, да что же вы такие мазохисты, почему же с вами надо так жестоко? Ну, типа, по-хорошему не хотят. Они отбирали по категориям, скорее всего, то есть криминальное дело не заводили на кого попало. Интересовали по большей мере именно азовцы. Причем те, кто имел отношение к артиллерии, разведке, снайперам, ну, как-то так выборочно они выбирали. Причем последовательно. Не то чтобы всех и сразу, но вот эта цепочка, она тянулась именно от азовца к азовцу. Обычные гражданские лица здесь фигурировали скорее как свидетели. Как проходили эти допросы? Как и другая любая беседа, начинается она с намека. Не понимаете намеки, то вас отводят в такую темную сторону помещения, отдельно отведенного и предусмотренного, где у них есть, в принципе, все подручные методы, ну, по проведению пыток, и брусья, и турники, и разные там средства металлические, там целый сегмент того, чем они могут прискорить, так сказать, вашу уверенность. У меня было 2 визита. Когда вот взялись конкретно и начали работать конкретно, то было 2 визита. После первого я уже написал на себя сам вот эту явку с повинной, и где-то они меня на недельки так 2 оставили. Вот я уже даже не знал, что думать. Может, как-то там неинтересен больше, может, передумали, да, и дело в ход не пустят. Вот. Но нет, явились и завели 2-й инцидент. То есть одного даже было мало. Меня же судили одного, хотя по факту они искали других подозреваемых. Проще говоря, для большинства они хотели, чтобы я вкинул кого-то со своего подразделения или другого, но обязательно азовца. Как бы вкинуть, может быть, и вкинул, но это был уже умерший, по факту 200-й. Им это очень не понравилось. По факту они за это завели на меня 2-й инцидент. Там события были касательные апреля месяца. И подумайте сами, полгорода на тот момент там было стерто с лица земли. Вопрос, откуда появились гражданские на автомобиле и с какой целью они куда, где передвигались, если уже на улицах даже нету живой души, ну, кроме военнослужащих там украинской стороны и российской. Ну, никто в эти подробности, конечно же, не дается, потому что свидетелей этих событий достаточно мало. Меня на экспертизу не вывозили. Там по материалу моего уголовного дела есть несколько строк интересных. И одна из этих строк указывает: доказательств по делу обвиняемого нет. Ну, каким образом они собирались проводить экспертизы, там, баллистические и все другие, чтобы как-то доказать. Вот именно вот этой основы, этого фундамента, к сожалению, нет. Но это не помешает этой стране отправить вас на пожизненный срок. Ближе к этапу оттуда появились непонятные лица, какие структуры и кто они, не представились. Они зашли со словами типа, мол, смотрите, у нас здесь стоит представитель Красного Креста, мы его видеть не видели, потому что глаза у всех были закрыты, и все смотрели себе под ноги. И он говорит, у него есть к вам вопросы. Нормально ли вас кормят, нормально ли к вам относятся? Мы говорим, так точно, замечаний нет. И перед тем, как уйти, этот третий говорит, а по-другому и быть не может. Ну, с таким, знаете, грубым голосом, сполненным ненависти, и говорит, а по-другому и быть не может. И просто щелкнули дверью, и все, и ушли. Жаловаться, конечно же, не можно было. У нас был один парнишка в камере, плохо себя ощущал, у него температура там поднялась. Померять возможности нет. Через
коллективное собрание камеры, он решил на проверке попросить вот этих медикаментов. Точно я не помню, с какой области там был спецназ, но его идею, скажем так, мягко, не совсем оценили и не совсем одобрили. Хорошенько его избили тогда, в тот момент. И знаете, чудным образом, но в следующий день у человека даже температура пропала. Просто, это всплеск адреналина, или как это можно назвать, не знаю. Вылечили. Вылечили, словом, да, так как умеют. А после того, как вы написали признательные показания, пытки прекратились? Пытки прекратились в том плане, что меня не принуждали больше брать на себя каких-либо инцидентов. То есть все, дело есть, человек в оборот пошел. Другой момент, пытки были, но такие общеприменимые. Во время какой-либо проверки, во время ротации спецназа, во время походу даже в ванный бокс, чтобы там раз в понедельник, по-моему, принять душ. В этих промежутках там точечно до кого-то там могли, да, действительно иметь какое-то дело, татуировку увидели, там взгляд, там голос не понравился. Стоп, слова в этом процессе никакого не было. От начала до конца. То есть от Таганрога до Черного дельфина меня сопровождали такие приятные, скажем так, встречи. Даже в ростовском СИЗО, я его отведал всего, по-моему, один день, проездом там был. Мы стояли в камере ожидания со своим товарищем, которым мы отправились вместе на Черный дельфин. Вечером поздно мы ждали, не могли понять, когда же нас ведут в камеру. Зашли двое сотрудников СИН и давай расспрашивать, кто, за что, куда. И как только услышали, с какого я подразделения, сразу же один подошел, достал свои ключи к дверям и давай бить в затылок. Не знаю, доставляло ли это удовольствие или это было просто побуждением некой ненависти. Мне непонятно. А кто еще участвовал в пытках в тех местах, где вы были? Были приезжие. Это, возможно, быть оперативники, ФСИН, в плане рядовых инспекторов, и спецназ. Один из самых жестоких был ростовский. Любили они и физически поиздеваться, и привет передать по началу своей ротации. И попрощаться с нами, в кавычках, тоже не забывали. Это у них такая краткая процедура, знаете, выгонять людей из камер и хорошенько избивать, дабы сразу поставить всех на свое место и показать, кто приехал, кто здесь главный. Любая инициатива с нашей стороны, которая там набирала какой-либо медийности там, да, в мире в целом, мы за нее, конечно же, получали. Попытка подрыва Крымского моста. Сорвали Северный поток. Это сразу вещи, за которые всех под копирку брали и хорошенько воспитывали. Каким боком мы к этому, мы сами не понимали, но что же поделать. На кому-то, да, и надо отыграться, если военное поражение терпит Россия. Однажды меня как-то вызвал следователь к себе по делу. И здесь заходит спецназовец или ФСИНовец и говорит своему коллеге: а почему у нас скорая возле СИЗО стоит и патруль? А тот говорит: я не знаю, может, кому-то плохо стало, там, пойди проверь. Как позже мы поняли, они до смерти запытали одного пленного. Во-первых, было лето, температура в камерах была высокая, и они отыгрались на том, что доводили людей до горячки в плане физических пыток. То есть ставили задачу там приседать по 300-400 раз. Молодой и старой вообще разницы как таковой нет. Каждый заключенный, подозреваемый, который там находился, он был в кителе и штанах. Даже нечем было дышать. И у одного военнопленного, по-моему, остановилось сердце. Смерть одного из таких людей, оно привело к тому, что я только пришел в камеру, смотрю, а все мои парни сидят уже кто как. Кто-то раздетый, кто-то одетый, кто-то в футболке, кто-то в штанах. То есть сразу же пошли какие-то ослабления после последствий, разумеется. Что делают с погибшими пленными? Вот что говорит Владимир Осечкин, основатель проекта «ГУЛАГу нет». Тех, кого Российская Федерация подтверждала в качестве военнопленных по спискам, они долго держат в морге, они могут провести свои собственные якобы судмедэкспертизы, в рамках которых они могут изъять те внутренние органы, изучение которых может показать и доказать, что человек погиб от пыток. То есть они делают все возможное, чтобы хранить тело в ненадлежащих условиях. И, соответственно, таких они возвращают, но спустя недели, а иногда даже и месяцы, а иногда
и более года, изначально затрудняя работу судмедэкспертов в Украине и делая почти невозможным в полном объеме компетентное расследование. То есть идет укрывательство, совершение особо тяжких преступлений. Но и это не самое страшное, хотя это чудовищная правда. Я могу сказать, что когда один из сотрудников СИН мне рассказал про могилы сэндвич, про сэндвич-могилы, я начал даже себя где-то там пощипывать, потому что я перестал в момент этого рассказа, этого свидетельства, осознавать, что я нахожусь в какой-то реальности. Как минимум в одном регионе ФСБ и ФСИН практиковали, что если пленный погибает от пыток, Российская Федерация делает все возможное, чтобы не подтверждать его наличие для дальнейших обменов. Человек исчезает из документов. А дальше у спецслужбы есть информация с кладбища, что завтра в этом месте привезут на похороны, не знаю, какую-нибудь там старушку. Тем, кто занимается копанием могил, дают команду выкопать могилу там, в 1,5 раза глубже, чем обычно. Туда в вечернее время, в темное время, естественно, под контролем ФСБ заезжает спецавтомобиль, закладывается тело, присыпается землей, устанавливается наблюдение за этим местом. А на следующий день приезжают самые обычные люди хоронить там, бабушку там, или там, дедушку. Спускается гроб, засыпается землей. И дальше, соответственно, все навсегда здесь, в этом месте по документам проходит как место захоронения какого-то конкретного россиянина или россиянки. У нас это все задокументировано, закреплено. Мы понимаем, что это носило системный характер. Осенью 23-го Артура этапировали из Таганрогского СИЗО. Его отправили в «Черный дельфин» – колонию для пожизненно осужденных. Там у него появилась работа, как и у большинства остальных заключенных. В каком-то плане было проще. Выходить каждый раз на работу с 7 утра и работать там до 6 вечера или даже 7 вечера. Вот. Это непросто, но было лучше, чем сидеть, потому что у вас есть какая-либо коммуникация с, так сказать, внешним миром. Вот, с вами делятся какими-то там новостями. Заключенные, они занимаются швейкой, работают на Министерство обороны, шьют мультикам, спецодежда, для рабочих. Сидите от утра до позднего вечера, и идете назад к себе в камеру. Только вы заходите, сразу же начинается вечерняя проверка, потому что инспектора в этот момент не меняются между собой. И вы еще где-то час должны простоять смирно, ровно, руки по швам, до момента, пока она не закончится. И того, что у вас из личного времени есть, наверное, час или, может быть, 1,5 до отбоя. Что еще для себя понял, тоже, знаете, немало людей там есть. Если вникнуть в суть их дела, нету никаких доказательств. Они сидят точно так же, как и мы. Не в то время, не в том месте попал. Это я сейчас о чеченской компании имею в виду. И о там элементах партизанщины какой-то либо. Сфабриковали дело для картинки, да лишили человека свободы. Как я поняла, пытки продолжились и в «Черном дельфине». Что они от вас хотели? Первый момент после теракта в Крокусе сразу дал о себе знать. Это было такое точечное, возможно, самоинициативное явление. Но если говорить в целом, какое администрация имела ко мне отношение и какие вопросы были с их стороны. А там и Министерство обороны тоже имело свои аппетиты, то есть хотели разузнать, где у нас на территории склады боеприпасов, какие-либо военные объекты. Говорил откровенную правду, то есть геолокации не знаю, в городе ничего нет. От своего места рождения служу достаточно далеко, а из тех схронов, складов, которые там были известны, они уже как бы под вашим контролем, и здесь сути-то больше в этом вопросе нет. Я не мог там отдать чистый пустой лист, сказав, что ничего не знаю. Хотя парни находились. К ним вопросы были другие, и методы решения тоже были другие. Пустой лист был равноценный в потере вашего здоровья. В марте 25-го российская сторона заявила, что более 140 военнослужащих Азова были осуждены за преступления против мирного населения Донбасса. Суды над многими военнопленными продолжаются до сих пор. Почему Россия так активно занимается азовцами? Во-первых, есть средства массовой информации, которые должны преподавать
некий образ символический. Второе, конечно же, они, наверное, смотрят наперед. Если отдавать такую категорию людей, то не по равной цене. Соотношение, которое будет, скорее всего, несправедливое. Они прекрасно понимают, что Азов — это достаточно мотивированные подразделения, которые владеют там некой идеологией, ну и, в принципе, эффективно себя показывают на поле боя. Потому не удалось победить в Мариуполе, я имею в виду в том и плане, чтобы искоренить это явление в целом под ноль. Они дались до таких вот, знаете, систематических пыток над нашими военнопленными. Вот, не говоря уже о бараке 200, который произошел на Еленовке. Исходя из этого, Азов действительно редко включается в обменные процессы. Проследите сами с этого момента, с этой даты до выхода интервью, когда был прошлый азовский обмен и сколько там было людей. В одном из последних обменов, который прошел в феврале 2026 года, в Украину вернулись 157 человек. Среди них было 4 военнослужащих Азова. Один из крупнейших обменов состоялся, когда Украина взяла в плен более 200 российских срочников во время Курской операции ВСУ. На этом фоне осенью 24-го из России вернулись 34 защитника Азовстали. Среди них был и Артур. До самого обмена ему не говорили о возвращении домой. Первое, на что обратил внимание, это статья в газете, что Киев-Москва договариваются проводить обмен, где в приоритете будут люди с Азовстали, раненые, женщины и крымские татары. И на колонию Черного дельфина начались проверки там, приезжать регулярно, то есть контролировать наше питание, процесс работы, отношения со стороны администрации к нам. За неделю до выезда оттуда мне принесли документ о том, который говорил, что мне запрещают въезд на территорию России. Депортация, словом, да, и после депортации с сроком на 10 лет въезд запрещен. Ну, я сразу же, в принципе, 1+1 сложил и понял для себя. Получается, что если жаловаться бесполезно, и человек практически бессилен перед этой системой, обмены — единственный выход? По своей основе, да. Но, знаете, можно было бы еще полагаться на сценарии там экстракшена, то есть там передачи этих людей в какие-то третьи страны, подальше, то есть от тоталитарного строя. И мне кажется, если говорить уже о категории гражданских лиц, то однозначно нужно ждать именно вот договоренности двух стран. И там же в пункте есть обмен всех на всех. Я думаю, соответственные фамилии, списки будут составлены, подготовлены, поданы на рассмотрение. И, в принципе, тех, кто уже не является по факту в режиме инкогнито, достать будет куда легче. Но тысячи гражданских как раз остаются в режиме инкогнито, без статуса и без места. Максим был одним из них. Это Илона, его жена. Имя мужчины изменено из соображений безопасности, потому что он все еще находится в российском плену. Когда Новую Каховку захватили российские войска, Илона и Максим жили там.
В августе 22-го они собирались выехать. Илона уехала раньше по состоянию здоровья, а Максим вскоре исчез. Российские силовики похитили его из дома вместе с другом. В 11 часов вечера подъехали российские военные, много машин, сотрудники ФСБ, и направились к ним в квартиру. Когда начинался комендантский час, все на подъезд приварили еще дополнительный замок, который закрывался изнутри, чтобы никто чужой не вошел. Я не знаю, как они вошли, кто им открыл эту дверь, и с этого началась и борьба, и поиски, и все остальное. Вскоре силовики заявили, что Максим якобы корректировал огонь по российским военным. Основанием стали показания знакомого, задержанного на месте прилета по заводу «Сокол» 13 августа 2022 года. Илона говорит, что у этого человека был диагностирован психиатрический диагноз – шизофрения. Через месяц вам удалось вернуться в Новую Каховку и увидеться с мужем. В каком состоянии он был? Как он говорил, что они сидят в камере, которая предусмотрена для 2 человек, они там сидят по 10-12, стоя, спят по очереди, потому что нет физической возможности лечь всем одновременно. На руках у него были шрамы от наручников, несмотря на то, что уже месяц прошел. Я спросила, что это, он говорит, ты сама понимаешь, били все эти моменты. Жарко, на улицу их не выводят, одно маленькое окошко, оно не спасает, и на всех людей не хватает кислорода, который поступает, и это ж было еще август месяц. У него на руках был начальный грибок между пальцами от того, что влажно, нет минимальной гигиены, даже руки помыть. После этого я его не видела. Мне в дежурной части так называемой полиции сказали, что к нему больше на свидание нельзя, так как он закреплен за ФСБ, что его ведет куратор с ФСБ, мне так сказали. У нас через ограждение было здание СБУ. Там на тот момент российские военные сделали себе ФСБ. Я с ним пообщалась, спрашиваю, в чем он подозревается. Он говорит, в корректировке огня. Говорю, хорошо. Тут следователь, говорю, можно там ознакомиться с материалами дела. Дали ли его телефон, на основании чего вы его подозреваете. Можно ли ему адвоката привести? Но он мне говорил, материала дела нет, еще идет пока проверка. Когда проверка закончится, мы его отпустим. Естественно, его никто не отпустил, его вывезли, и этапировали дальше. В середине октября 22-го Максима вывезли из Новой Каховки. Близкие узнали об этом постфактум. По телефону родителям сказали, что он в следственном отделении Черноморского флота, и мать с отцом поехали в Крым. Она пошла к дежурному, ей начали говорить, что такого нету и такого не было. Несмотря на то, что она им говорила, что я звонила, мне подтвердили, что он здесь, с того момента начали говорить, что они о таком не знают, и где он, и что он, они тоже не знают. Потом она наняла адвоката, и с помощью адвоката начала писать запросы в прокуратуру, следствие, и к депутатам, и в Красный Крест. И в декабре 22 года, по-моему, 28 числа, пришло официальное письмо от прокуратуры Черноморского флота о том, что задержанный за противодействие СВО, он содержится в условиях, предусмотренных Женевской конвенцией. На данный момент он находится в лагере для военных пленных, место которого они не могут разглашать в соответствии с Женевскими конвенциями. А в отношении него не было возбуждено уголовных дел, он не был ни обвиняемым, ни подозреваемым, и в связи с этим ему отказали свидания с адвокатом. Здесь важно отдельно рассказать, что такое статус задержанного за противодействие СВО. Владимир Осечкин говорит, что первые сообщения от источников в ФСИН об удержании украинцев за противодействие появились в марте 2022 года. Под это понятие попадали практически все, кто не нравился ФСБшникам во время фильтрации. То есть, когда захватывалась, оккупировалась очередная территория, ФСБ с помощью спецназа и Росгвардии проводили фильтрацию, отсматривали документы, и все, у кого в телефонах, мессенджерах находили какую-либо информацию, коммуникации с национальной полицией Украины, с СБУ, с военными, эти люди сразу подпадали под подозрение,
И этого было абсолютно достаточно. Также мы поговорили с Никитой, его имя изменено, российским правозащитником и руководителем инициативы, помогающей украинским гражданам, которых Россия преследует по политическим мотивам. Он рассказал, что найти пропавшего человека в таком случае – лишь часть задачи, потому что без доступа адвоката повлиять на процесс практически невозможно, как и связаться с задержанным. Статьи о противодействии СВО нет ни в Уголовном, ни в Административном кодексе РФ. То есть люди находятся в заключении под статусом, которого нет в законе. Задержание за противодействие специальной военной операции – суперпопулярная история. И она сконструирована таким образом, что в частном случае ее невозможно решить. То есть это политика Министерства обороны и ФСБ, которая привела к формированию целой правовой категории, которая не предусмотрена законом и на которую невозможно повлиять. Министерство обороны считает, что информация о местах содержания этих людей – это служебная информация, которая не подлежит разглашению третьим лицам. И так как это незаконный статус, судя по всему, ФСИН боится признавать нахождение этих людей в своей системе. Возможно получить только либо косвенное подтверждение от освобожденных, либо если в ходе разыскных мероприятий следователю удастся получить подтверждение от Минобороны или ФСИН. По данным проекта «Трибунал для Путина», число задержанных за противодействие СВО минимум 15 тысяч человек. В основном это гражданские, однако Россия относит их к военнопленным. Они пытаются сформировать какого-то дикого правового Франкенштейна. Они прямо утверждают, что в отношении этих людей применяется положение Третьей Женевской конвенции о военнопленных. Если разбираться, то есть специальный механизм разрешения споров, предусмотренный Женевскими конвенциями, который предполагает, что финальное решение о том, является ли человек военнопленным или он гражданский, принимает суд. До момента, пока судом не принято такого решения, эти люди должны считаться гражданскими. То есть они не могут содержаться в условиях лишения свободы, они не представляют ни для кого никакой угрозы. Мы работаем с этой историей с 2022 года, и успехов пока что у нас здесь нет вообще. Люди, которых подтвердили как задержанных за противодействие, будут сидеть столько, сколько захочет государство. Ну или если вдруг тебе повезет, в кавычках, на тебя возбудят официальное уголовное дело, у тебя будет в какой-то момент официальный приговор, в котором будет написано, сколько лет ты будешь сидеть. Ну и у тебя будет адвокат, будет связь с внешним миром, свойственные условиям, которые существуют в колониях Российской Федерации. Так повезло и Максиму. В феврале 23 года его перевели в ростовское СИЗО-1 и предъявили обвинение в шпионаже. Свидетелями по делу стали задержанный вместе с ним друг и их знакомый, давший против них показания. Как вышло, что из этого всего через полгода его задержания оказалось, что это вообще статья шпионаж, я не знаю. В материалах дела также был протокол задержания подозреваемого. Как оказалось, он просто ходил по территории Ростова, и тут доблестная милиция наша задержала. Ихняя милиция задержала на основании того, что он есть подозреваемым по уголовному делу по шпионажу. Это так они описали его задержание. Несмотря на то, что как бы был официальный документ, что он уже содержится Россией за противодействие СВО. Я как бы считаю, что вот этим открытием уголовного дела они просто хотели сокрыть факт незаконного содержания и удержания гражданского лица у себя на территории России и на территории оккупированного Крыма. О том, что Максим находится в ростовском СИЗО, семья узнала только в апреле 23 года из ответа от администрации. Тогда же удалось получить от него письмо. Он рассказал, что до Ростова прошел через несколько мест содержания. Среди них СИЗО Таганрога и Камышина. Он описывал свое как бы этапирование, как были вот эти все приемки так называемые, писал, что не все могли это выдержать, потому что, ну, как бы вы понимаете, у всех психологическое и физическое состояние было разное, поэтому кто-то проходил эти приемки, а кто-то нет. И уже когда он сидел в СИЗО, он говорил, что здесь намного легче в Ростове, потому что ты, когда именно под приговором, когда есть адвокат, он как бы на дело сильно не влияет, но он влияет на то, на отношение к тебе. То есть его уже так не били, как в Волгограде, не было вот этих всех моментов без причины там садить в карцер или еще какие-то там методы. Если адвокат дается государством, то, естественно, он работает на систему. Когда родственники нанимают адвоката, уже как-никак адвокат работает, ну, по своим возможностям, потому что мы все понимаем, как адвокат может работать в России. Это так, как
только ему позволят. Я так понимаю, что у него сначала был государственный адвокат, а потом появился уже независимый. Родители его, так как они остались в Крыму, они наняли одного адвоката. Ну, как выяснилось, он не сильно-то и хотел работать, как бы деньги брал. Формально он что-то делал, а по факту он ничего не делал. И потом родители поменяли его на второго, но второй оказался более ответственный. Он уже в открытую говорил, что это система, что мы против нее не попрем, да, мы будем писать там жалобы на содержание, жалобы на побои, что не дают медицинской помощи надлежащей. Но вы же сами понимаете, типа есть человек, есть дело, будет приговор. Но он говорил все так, как есть. В августе 23 года силовики провели обыск в квартире Илоны и Максима и забрали на экспертизу ноутбук и телефон. Пока шла проверка, мужчине давали краткосрочные свидания с родителями раз в полгода. Экспертиза ничего не выявила. И начали на него давить, чтобы он написал явку с повинной. Была обработка, поначалу как бы они хотели по добровольному. Он сказал, что в соответствии там, с какой-то статьей Конституции Российской Федерации отказывает издавать показания против себя. На что им сказали, что это так не работает. Ты или подписываешь, у тебя как бы другого не дано. Он все равно сказал нет, его потом, естественно, отправили в ростовское СИЗО, в другую камеру, там, где нет ни окон, ничего. Это осень была, дожди, сырость. Он там болел, постоянно, пока находился. И потом, как бы он все-таки подписал, потому что если у них есть цель, чтобы кто-то что-то подписал, она так как бы и сбудется. Они все равно принудительно тебя заставят сделать то, что они хотят. Они не смотрели ни материалы, не слушали свидетелей, которые там шли по делу. Я, конечно, до последнего надеялась, что на основании этого всего как бы будет оправдательный приговор, но оказывается, это там так не работает. Обвинительный приговор Максиму вынесли в феврале 24-го за 2 судебных заседания. Незадолго до приговора умерла его мать, которая все это время пыталась вытащить сына из плена. Максима признали виновным в шпионаже. Следствие утверждало, что он передавал данные о передвижении военных РФ украинским военным через контакты в телефоне, в том числе бывшим одногруппникам из Университета внутренних дел, где он учился. А друга и знакомого, ставших свидетелями по делу, после приговора отпустили и отвезли в Новую Каховку. Они как бы нормально считали, что человек, гражданин Украины, на территории своей страны скидывает геолокацию, как бы по их логике, геолокацию какой-то там машины военной, это значит шпионаж против российских военных, российского государства и всего остального. При вынесении приговора адвокат просил учесть в отбывании наказания вот эти полгода, что он был задержан. Предоставив эти документы прокуратуре Черноморского флота, там, где они действительно подтверждают, что он задержан 13.08, находится у них в лагере для военнопленных, но они отказали. Сказали, что нужно с мокрыми печатями. Прокурор запрашивала 16 лет, судьи дали 10,6. И мы очень надеялись на то, что прокурор не подаст апелляцию, чтобы не сделать этот срок повыше. Мы не обжаловали, естественно, потому что минимальный срок 10 лет, они ему дали 10,6. Мы как бы и на том, как бы грубо это ни звучали, радовались, что не дали там 12-13. Весной 24-го Максима этапировали в колонию строгого режима в Ростовской области. В Батайске условия содержания еще лучше, чем в Ростове. Потому что если Ростов это СИЗО, то Батайск это уже исправительная колония. Это уже колония, где все отбывают наказание. То, грубо говоря, администрации от тебя ничего не надо. Просто чтобы ты не нарушал режим, как бы, и вел себя нормально. Поэтому по поводу бить там такого даже нету. Есть у них работа, которая оплачивается. Работать он сам пошел, потому что, как ни крути, он говорит, будут какие-то деньги. Если ты ходишь на работу, у тебя открывается собственный счет, ты получаешь эти деньги, ты можешь заказать, с магазина тебе принесут там, что тебе надо, там лук,
какой-то, водички, ну, какие-то такие элементарные вещи, потому что на территории этой исправительной колонии, как и везде, есть магазин. И ему уже по приговору надо оплатить государственного адвоката, который у него был там некоторое время, 15 или 20 тысяч. Поэтому, когда ему бухгалтерия начисляет зарплату, с этой зарплаты там 1000-1500 отчисляют на государство, на как бы в счет оплаты адвоката. Если ты ходишь на работу, то тебе дают возможность звонить, порции дают тебе больше. Если у тебя хорошее поведение, тебе разрешают свидание. Спустя полгода ему разрешили длительное. То есть на территории СИЗО есть специальные комнаты, кухня, где на 3 дня разрешают родственникам приезжать и проводить время вместе. Илона несколько раз обращалась в координационный штаб по вопросам военнопленных. По ее словам, сначала ей говорили, что возвращают всех. Когда ему вынесли приговор, я пошла опять же на личную встречу в координационный штаб. Мне ответили, что таких мы не возвращаем, так как у нас не наработан процесс возвращения осужденных гражданских. Вся проблема заключается в том, что со стороны России они военнопленные, то есть их Россия не делит на гражданских и военных. Все содержатся в одинаковых условиях, то есть все проходят через один суд и дальше этапируются вместе. Но на территории Украины наше государство разделяет военных и гражданских. То есть если военных, они могут вернуть всех, тех, кто отбывает наказание, тех, кто под следствием, тех, кто просто в лагере для военнопленных. С гражданскими это так не работает. Когда это заработает или заработает оно вообще, никто не знает. Война началась с 14-го с Донецка. Уже на тот момент были гражданские, которые задержаны, которые обвинялись по каким-то статьям, которые до сих пор сидят в российских тюрьмах. Некоторые уже заканчивался срок, люди повыходили, и их не могут даже вернуть на территорию Украины. Я, конечно, из-за того, чтобы военнопленных возвращать, это в первую очередь. Ну, и гражданских жалко, потому что это тоже граждане Украины, как ни крути. Он мне писал, что все гражданские ждут обмена. Но я ему не стала писать еще, когда он был в ростовском СИЗО, что нет механизма возвращения их, потому что это у них это надежда, которая их тоже держит на том, что Украина про них не забыла, что они вернутся домой и что им еще надо чуть-чуть потерпеть. Я понимаю, что с каждым годом это все играет не теми красками, как поначалу, но все-таки они тоже надеются на то, что Украина их вернет. Гражданских возвращает, но возвращают только тех, кто сидят с военными. То есть их всех берут, привозят и по факту говорят, у нас гражданские, все. Вот. Но надежда все-таки остается. Не зря умные люди когда-то говорили, надежда умирает последней, поэтому какие бы новости не были, какая бы информация не проходила, какие бы мысли в голове не были, все равно ты возвращаешься к тому, что не может быть так. Не может быть так, что граждане нашей страны сидят где-то непонятно за что, непонятно в каких условиях, непонятно за что это не все переносят, вот это физическое, психологическое насилие, морально ломается, потому что не все сильны духом. Должно что-то случиться, должны как-то надавить не только Украина, а третьи страны на Россию, чтобы сработал вот этот процесс обмена именно гражданских осужденных. Также важно отметить, что украинские граждане пропадают не только на оккупированных территориях, но и в регионах России. Российский правозащитник Никита рассказал историю о 2 украинцах в Москве, отце и его совершеннолетней дочери, которых силовики похитили из квартиры в начале 2025 года. Позже стало известно, что на следующий день ранним утром их задержали в одном из районов Москвы по статье о хулиганстве якобы за выкрикивание матов во дворе. Им назначили административный арест, после которого их задержали по той же статье снова. И так происходило 8 раз. За это время против них открыли уголовное дело о шпионаже. Между арестами их возили на допросы и пытали электрическим током. А когда в середине года закончился 8-й арест, они просто пропали. Правозащитники проанализировали судебные базы и нашли похожий паттерн еще как минимум у 19 человек. Их многократно привлекали к административной ответственности в том же суде, что и пропавших украинцев. 6 из них после последнего ареста задержали
по уголовным делам. Механизмы, которые изначально наблюдались в делах пропавших украинцев, начали применяться и в делах россиян. Среди других регионов, где пропадают украинцы, юрист называет Ростовскую область, поскольку часто это точка первого въезда в страну. Многие пропадают на границе, проходя фильтрацию. При этом известны случаи, когда сначала украинцев принудительно помещали в ПВР в Таганроге. Также люди пропадали в Псковской области, когда работал погранпереход в Латвию. Работали по одному такому случаю, и он очень показательный. Пропал человек. Через 3 дня звонит его жена, говорит: мой муж пропал, не пересек границу, хотя должен был. Помогите найти. Наводим справки, никакой информации о задержании на сайтах судов нет. Что еще остается? Позвонить на КПП, спросить, был у вас такой человек или нет. Нахожу номер КПП, спрашиваю: пропал человек, может быть, вы его видели? Мне говорят: слушайте, вы через 5 минут перезвоните, я вам скажу, есть у нас такой или нет. Перезваниваю через 5 минут. Мне женщина говорит: слушайте, повисите еще немножко на трубочке, сейчас я тут все узнаю. И она откладывает телефон, и я слышу, как она кому-то говорит: ну он у нас, и что мне ему сказать? То есть она при мне согласовывает версию ответа мне. После чего она ко мне возвращается, говорит: знаете, он отказался от пересечения границы и уехал обратно, поэтому я не знаю, где он, но он где-то в России. Я такой: вы уверены? Она говорит: да. Я договариваюсь с адвокатом, с которым мы раньше сотрудничали, что он проверит все официальные места заключения в Псковской области. Он проверил, ничего не нашел. И он решил взять их на понт. Он пошел в региональное управление ФСБ и сказал: у нас есть аудиозапись разговора, мы знаем, что он у вас, отпускайте. Ну они такие, конечно: что? Нет, у нас такого нет, что вы несете? Через 2 дня его отпускают. И еще через день неизвестный звонит адвокату и говорит: удалите запись, пожалуйста. Также украинцы пропадали в Ленинградской области, на КПП в сторону Эстонии. Откуда такая нечеловеческая жестокость? Когда речь о тысячах пострадавших, говорить о случайности или личной инициативе сотрудников СИН или спецназа не приходится. Есть факты тех военнопленных, которые уже освободились. Всех, кто возвращается после плена, они поддаются пыткам, избиениям и тому подобным вещам. То есть и говорить о том, что это более такая ситуативная версия, ну, нет. Конечно же, нет. Такая себе доброта с их стороны все же была, но ее можно по большому счету назвать каплей в море. Там на несколько ротаций, которые проводились в течение года, одна точно была, да, весьма нейтральная, скажем так, по отношению к нам. Надолго не задерживались. У нас люди, которые по тем или иным причинам не проявляют излишней агрессии к нам. Долго не задерживались. Почему, не знаю. С учетом нашего архива, которым мы располагаем, с учетом того, что мы опросили больше 50 сотрудников СИН, я достоверно понимаю и утверждаю, что это, безусловно, была выстроенная и продолжает функционировать выстроенная система, где садизм идет с самого верха. Генералы, отправляя региональные спецназы в командировки, отдавали приказы максимально жестко работать, жестоко. И дальше, если мы изучим показания, свидетельства и тех, кто покинул систему и дает показания, и тех, кто вернулся из плена в разных учреждениях, в разных регионах, пытали одним и тем же способом, одним и тем же методом. Вся эта жестокая система была выстроена однотипно. И если мы возьмем там март, апрель, май 22 года, военнопленных активно били и пытали резиновыми дубинками. И когда спецназовцы начали в свои регионы возвращаться со сломанными резиновыми дубинками, когда начались эти рапорты, проверки, отписки, их не волновало, что они забили насмерть какого-то военнопленного. Проблема была в дубинках, как их списывать. Потому что каждая дубинка под учетом, каждая эта внутренняя проверка подтверждала, что если ломаются дубинки, очевидно, что превышаются полномочия. И в тот момент в целом ряде регионов они разработали методологию. У ФСИН, у отдела управления капитального строительства, в целом они закупали достаточно большое количество полипропиленовых труб для замены, для горячего отопления. Они начали вот эти белые тонкие трубы
нарезать там, по метру, по полтора длиной, для того, чтобы вот этими прутами уже бить военнопленных. Они их регулярно сжигают, и даже если вы возьмете что-то, не факт, что там этой трубой кого-то месяц назад били, идет ротация и невозможно собрать улики. Когда спецназ начал в целом ряде регионов бить военнопленных этими трубами, конечно, они рассекали кожные покровы, конечно, они разрывали мышечные ткани, пробивая до кости. Те люди, кто возвращались из плена, многие были с характерными травмами. Люди по году и более восстанавливались после этого. А есть свидетельства и большой список тех, кто просто не выдержал, чьи организмы не смогли выдержать, кто постепенно, медленно погибали от этого сепсиса. Безусловно, это изначально спланированные жестокие методы, которые и я, и наша экспертная группа, и теперь уже независимая комиссия ООН квалифицирует как преступление против человечности и человечества, которые подсудны офису прокурора и судьям Международного уголовного суда. Кто несет ответственность за эту пыточную систему? Задействованы были и Министерство обороны, и ФСБ, и Федеральная служба исполнения наказаний. Все три органа во время жестких приемок, когда военная полиция и военные передавали тюремному спецназу и оперативникам ФСБ военнопленных, представители разных ведомств проявляли систематическую жестокость и били военнопленных. И более того, каждый из участников этого процесса опасались, что они будут слишком слабо бить, и ФСБшники, которые за этим смотрят, кураторы этого спецмероприятия, они запишут, и этого человека как минимум могут уволить, а скорее всего, с учетом практики, могут найти на него какой-то компромат или сфальсифицировать и самого посадить в эти пыточные. Многие называют основной целью России подавление воли у украинцев. Для РФ это не просто насилие ради насилия. Это механизм, выполняющий множество задач. Их цель, знаете, отбить у вас желание вообще быть причастным к вооруженным силам, там, после вашего обмена, посеять ноты сомнения в том, чтобы вообще быть гражданам Украины, там, да, остаться в России, к примеру. Их задача подтолкнуть или, возможно, даже, чтобы вы просто покинули страну или как-то стали противником государственного строя. О том, что ломают волю, это 99%, да. Азов, да, в целом, это такая отдельная категория, которая у них постоянно на виду. И вот этих людей они ломают как ни кого другого. Знаете, как-то у нас проездом были морские пехотинцы в камере. Ну и мы давай знакомиться. Они спрашивают, с какого мы подразделения. Ну, мы говорим, типа, что с Мариуполя все, кто в камере есть, то Азов или причастны к полку Азов. И они такие говорят, что там, откуда приехали мы, вас ждут просто с горящими руками, чтобы встретить на приемке. Вот. И мы понимали, что такова ситуация, она в целом, в общем, по всей России. И знаете, если бы система была бы заинтересована в том, чтобы категория таких людей была бы неприкосновенной, то никаких избиений, конечно же, не было. Самое главное это подавить волю. Все, они давят морально, уничтожают и физически тебя просто запугивают, чтобы ты боялся. На некоторых это действует, на некоторых это не действует. Мы сидели втихаря, тихо пели гимн Украины, украинские песни, понимаете? Чтобы нас не было слышно. Там по-украински там вообще нельзя разговаривать на украинском языке. У нас есть были парни, которые Западной Украины, там, но они именно только по-украинскому могут общаться. Они за это очень сильно получали. Я не знаю просто русский. Да, нам повезло, что мы русский знаем. Просто у них была ненависть к нам. Вот просто ненависть. У нас был татар, у нас были грузины. Ну вот если ты украинец, если у тебя имя еще Степан, это ты джекпот выбрал. А если еще татуировка есть какая-нибудь, такая с флагом, это вообще это джекпот втройне, X3 получаешь. У нас у парня был флаг Украины вот так вот на всю грудь. У него вот так вся грудь была синяя. Ему 3 раза пытались мы доктора вызвать. Старшина наш пытался доктора вызвать. Ему синовцы сказали, ты, говорит, посмотри на его грудь, видишь, какой там флаг? Какой там доктор? Ты что? Молодой выживет.
Ты вот так пробегаешь, а на нем вот так просто 2 спецназовца прыгают. Мужики такие по 100 килограмм, а парень такой худой был, 20-летний. Да, потому что у чувака был флаг Украины. Это страшное чувство. Я никогда в жизни этого не ощущала. Все на меня наваливается, вот как будто бы я была в каких-то тисках. Я ее физически чувствовала на своей коже, эту ненависть. Я это связываю с имперским мышлением. Оно издалека идет, а сейчас, во времена правления вот этого, я даже не знаю, как его назвать, он это понимал, знал, и он все это возвел в такую степень пропаганды своей, что у людей вот из ничего, это вот у простых людей появилась вот эта ненависть, что мы враги, что мы недочеловеки. И я так думаю, что вот это сыграло основную роль, именно правление Путина. Так умело все подогрелось, и мы получили вот эту трагедию. Безусловно, пытки являются бесчеловечным, незаконным, но при этом максимально эффективным методом подавления воли. Их довели до такого состояния, особенно в Ростовской области, когда их даже не приходилось уже бить. Открывалась вот эта кормушка, маленькая железное окошечко, называли фамилию того или иного военнопленного, людям передавали ручку, давали бумагу на подпись, и люди, не глядя, что это за документ, ставили подпись. Они уже довели пленных до такого состояния, когда они вот таким образом за 3 секунды бездумно подписывали явки с повинными, показания против себя и против третьих лиц, даже которых они в жизни никогда не видели, какие-то заявления, какие-то расписки о сотрудничестве, какие-то якобы там спецдонесения, которые там нужно оформить для ФСБ или для военной разведки. Они были готовы подписывать все, что угодно, бездумно, лишь бы только их хотя бы еще один раз в этот день не били и не пытали. Потому что если ты отказываешься подписывать, открывается дверь, там спецназ, и опять поехали. И выживешь ты или превратишься в глубокого инвалида, или умрешь сегодня, зависит только вот от тебя. Выбивались не только показания для фальсификации уголовных дел, чтобы там Захарова, Лавров и все их там представители в ООН ходили и трясли этими документами, говоря, вот видите, у нас там сотни уже военных украинских за геноцид осуждены. Но в первую очередь это, конечно, это сбор военной информации, потому что практически каждый день оперативники ФСБ и ФСИН готовили именно для военной разведки доклады, отчеты, информацию, что им удалось узнать от военнопленных. А потом, соответственно, да, у них была поставлена задача, там, конец 23-го, начало 24-го года, еще и создание там агентурной сети, то есть продолжение усиления. Это работа ФСБ и СВР, чтобы из тех, кто возвращается потом в результате обмена, потом кого-то из них можно было использовать против Украины уже там. Но и это не все, чего хотят российские власти от пленных. Многим предлагали взять российское гражданство, в том числе и Артему, и Артуру. В ноябре, перед тем, как нас освободили с Иваном, нас вызвали на ШИЗО, в камеру завели, стоял сотрудник ФСБ, тоже говорит, голову не опускай, можешь со мной нормально разговаривать. Говорит, домой хочешь? Я говорю, безумно. Он говорит, смотри, у тебя есть 2 выхода. Или ты сейчас берешь русский паспорт, возвращаешься к себе в Мариуполь. Слушай, а там, говорит, Мариуполь вообще расцвел, такой красивый город стал, там супер-пупер, будешь жить себе, типа ни в чем себе не отказывать, все нормально у тебя будет. Или мы просто тебя депортируем через Армению или через Грузию. У меня в Мариуполе никого нету, я хочу к своим родным. Ну, он говорит, хорошо, только вот о нашем разговоре там, никому не говори, ни сотрудникам, ни своим друзьям, то никуда не поедешь. На Еленовке пытались вообще предложить, и они там проходили несколько бараков, Нацгвардия, морпехи. Вот, и когда женщина подошла к Азовскому бараку, она, так знаете, перелистывает фамилии, смотрит и говорит, а так это у нас какой барак? Азов? Ну здесь смысла нету. И ушла. Вообще в Таганроге были предпосылки, да, говорили, спрашивали, но не таким указательным тоном, что вот возьмешь там туда-сюда. Они интересовались, а взял бы или нет. То есть, а вот на Черном дельфине, когда мы были, то там всерьез уже пошла тема о том, что в принудительно добровольном порядке ты
должен будешь согласиться и взять на себя гражданство. Это тебе поспособствует в твоей работе, там немножко больше прав, по-моему, будет. Мы вообще не знали, как на это реагировать. Тема там со временем отпала сама собой. Как мне говорили сами заключенные, если возьмешь паспорт, согласишься, и если тебя заставят, то пиши, уже пропало. Все, это точка, здесь до конца жизни. Российский плен оставляет следы на психике и физическом здоровье. Многим после обмена требуются долгие месяцы или даже годы восстановления. Как вы себя чувствуете сейчас? Первые месяца, наверное, были самые сложные. Многие сильно атрофировались, очень сильно. Пока в ритм, в режим, с едой пока. А так вот по здоровью, в принципе. Пока ничего так серьезно не беспокоит, а там все возможно в дальнейшем. Знаю, что мне опять же повезло, многие парни сейчас выходят, и у многих туберкулез, у многих ВИЧ. Как бы с этим, слава богу, у меня все, повезло мне очень сильно. Конечно, последствия дают о себе знать. Первое – это проблемы со спиной, то есть есть протрузии, там несколько сегментов. Приходится лечить спину. Второе – это желудок, то есть гастрит, и все в этом плане тоже дает о себе знать. Другие моменты подкорректировал, то есть там зрение. Есть у них излюбленная тематика, любят они бить чем-то, или ладонью, или там кулаками именно в затылок. А оно же тоже отражается, в принципе, на качестве и на остроте самого зрения. Был ушиб ребра, но зажил со временем, да. Долго тревожил, но прошло. Одна нога подводит суставы. Ничего, еще хожу, еще бегаю, двигаюсь. Хотелось бы лучше. А первые 2 года я летала. После плена постоянное ощущение счастья, наслаждение воздухом, наслаждение людьми вокруг меня, что я могу везде зайти, покушать, покупки сделать. Бывает там иногда, да, находит на меня какая-то депрессия, что-то, но я выхожу на улицу, вижу людей, и у меня все проходит, и я понимаю, что жизнь у меня удалась. Что вам помогало держаться в плену тогда, и что помогает сейчас, когда еще столько ваших сограждан остаются там? Помогала вера. Я ни на минуту не сомневалась, что я нужна своей стране. Иногда страхи были, не дай бог, умереть там. Была такая мысль, пусть переступить границу и только на своей земле. Я просто поняла еще на Майдане, потом эти 7 лет перед полномасштабной агрессией, я была в Азове, служила тогда. Я общалась с людьми, я видела, какая прекрасная молодежь у нас подрастает. Наши дети – это совершенно другие люди, чем мое поколение. И эта вера, она никогда не колебалась во мне. Это мне очень помогло. Я знала, что мы выйдем. День мы прожили, и между собой с девочками говорили, на 1 день плена меньше у нас. Мы ближе к освобождению. А то, что много наших еще в плену, это это большая боль, это заноза в сердце. Пока они там, пока она не дает покоя и болит, и ноет. И хочется, чтобы побыстрее они вышли, потому что мы понимаем, как тяжко каждый день пребывания там. У тех, кого еще не обменяли, главная задача – выжить и дождаться возвращения домой. Максим все еще в российском плену, как и тысячи других украинцев, военных и гражданских, которые находятся внутри этой жестокой системы без возможности ее покинуть. Незаконное удержание, пытки и убийства – это военные преступления, которые совершает Россия против целого народа. Я верю, против этой системы работают память и публичность. Пока о человеке говорят, он не исчез окончательно.